Здравствуйте, мои милые, добрые люди! Сегодня я хочу поделиться очень простым, вкусным и полезным рецептом. Будем делать сегодня сок. Фреш, как хотите, так и назовите. Чем он полезен? Сюда входит тыква, яблоко, свекла, имбирь, морковь, чеснок. Фантазировать можно, как вы хотите. Каждый день делать новый состав этого сока. Но такой кусок тыквы, как вы выдавите, выжмете в этот сок, вы не угрызете никогда. Может, кто-то любит тыкву грызть, конечно же, но она очень полезна. И поэтому мы будем делать сок. Что же это за сок? Как его пить? Этот сок можно пить всем без исключения. Он не аллергичен, это главное. Его можно пить даже диабетикам. Но единственное, кому нельзя его употреблять, этот сок, это людям с язвенной болезнью желудка. Язвенники все знают, что им можно только обработанные овощи и фрукты, сырых им нельзя, а сок из сырых овощей и фруктов. Если пьют сок люди, страдающие диабетом сахарным, просто выберите кисленькое яблочко вместо сладкого и меньше морковки, потому что она содержит сахар. Чуть меньше морковки, чем здоровому человеку. Вот и все. Сегодня вы хотите сделать яблоко, тыква, сельдерей и морковка. Завтра вы можете сделать немножко добавить свеклы. На следующий день вы можете добавить корень пастернака, корень петрушки, корень сельдерея. У меня стебли сельдерея сегодня. Можно добавлять корень сельдерея, можно добавлять капусту, петрушку, в общем, на любой вкус. Если вы любите диковинные экзотические фрукты, добавляйте периодически их. Но это уже не будет бальзам здоровья, это уже будет просто удовлетворение собственных вкусовых каких-то рецепторов. Приступим. Надо очистить овощи, фрукты, выжать соковыжималки. Непременно в этот сок добавляется 2-3 зубочка чеснока. Я буду делать 3 вот таких стакана сока. Вот эту емкость. Что же это за сок, еще я вам обязательно должна рассказать. Мы пьем много лет этот сок осенью и зимой. Чтобы он поправил ваше здоровье, поправил, может быть, у кого-то есть легкое заболевание желудка, поджелудочной, печени, желчных пузырей. Ребятки, это все, конечно, не сильно запущенной форме. Вот, этот сок поправит вам все эти неполадки нашего организма. Принимать его надо утром натощак целый месяц. Каждое утро стакан этого свежевыжатого сока. Повторюсь, язвенникам нельзя категорически, потому что сырые овощи и фрукты, а диабетикам меньше морковки и яблоко брать кисленькое, не сладкое. И смело пить этот сок. Курс месяц. Осенью месяц и зимой месяц. Вы не будете простужаться, у вас поправятся животики и органы все, которые там в этом животике. Первые 3 дня, а может даже неделю, вы будете ощущать небольшое жжение в животе. 5 минут, 3 минуты, это у кого есть гастриты. Через неделю это уйдет, никакого жжения, ничего не будет. Как правило, жжение у нас у всех гастриты есть. Первую неделю легкое такое, имбирь. Естественно, он немножечко, чеснок, немножечко раздражает нашу слизистую, которая пострадала от гастрита. Этот сок поправит это, и гастрит уйдет. Красивый цвет лица,
красивые волосы, укрепятся ногти. В общем, это эликсир здоровья и гормон счастья и хорошего настроения. Для 3 стаканов или вот такой вот емкости надо 2 морковочки, сельдерея сколько хотите по вкусу, обязательно 3 зубочка чеснока среднего размера. Если крупный, возьмите 2 зубочка чеснока. Что касается свеклы, небольшой кусочек. Ее нельзя принимать вот в чистом виде, потому что может быть ожог слизистой. Свеклой раньше, в старые времена, лечили горло, капали даже носик, но разбавляли соком алоэ, с водой, там, какие-то были рецепты свои. Поэтому вот для такой емкости вам достаточно будет вот такого куска. Не надо злоупотреблять, но она даст кучу полезностей для вашего организма. Девчонки, поверьте мне, волосы, ногтики, личико, все будет сиять. Все укрепляется, все оздоравливается. Кожа очень благодарная становится после курса этого сока. Пропили курс, а потом вдруг когда-то захотелось еще выпить. Да ради бога, пейте, это не значит, что курс пропил и дальше нельзя. Пейте, когда хотите, он очень вкусный. Сегодня у меня будет присутствовать свекла, завтра нет. Но тыква, морковь и яблоко – это основные составляющие этого фреша. Особенно тыква, особенно тыква. Вкуса вы ее чувствовать не будете. Сельдерей, чесночок, яблочко и морковка закроют ее такой привкус тыквенный. Но она ароматна, она пахнет дынькой или ананасом. Приятно пахнет. Я приступаю. Вот такой кусочек имбиря. Его лучше класть в соковыжималку в конце, поскольку его волоски будут затормаживать работу соковыжималки. Сегодня у нас получился вот такой вот сок. Такой вот он. Это наша свекла. Каждый овощ и фрукт даст свой цвет. Какой добавите, такой сок у вас будет. Вот так быстро, за 2 минуты мы сделали сок. Вы подумаете, боже, столько возни, там почистить, порезать. Да ерунда. Главное, чтобы ваши домочадцы, ваши близкие были здоровы. И все. И вы красивые и здоровы. Палочка деревянная, обычная шпажка. Размешиваем хорошенечко и наливаем в стаканчики. И с удовольствием пьем и оздоравливаемся. Я желаю вам крепкого здоровья, дорогие мои. Ну что же, будем пить. Девочки, милые ангелы мои, забыла сказать самое главное. Главное, от этого сока еще и худеешь. Будем же здоровы, дорогие мои друзья. И выпьем этот вкусный сок. За вас, мои прекрасные, добрые люди. Дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия. Всего вам доброго. До новых встреч!